Я написал завещание, могу умирать. Работа врача – дело нелегкое. Чего только не насмотришься за годы практики. Но вот какую историю поведал нам кардиолог Александр Сонин из города Санкт-Петербург. Трудился я на участке, точнее на двух, терапевтом. Вызовов было много, а времени на вызов мало. Но на тот я пришел в последнюю очередь и уже никуда не торопился. Меня встретила приветливая, несколько хлопотливая хозяйка. Больной – мужчина, ее муж, 72 лет, крепкий, стройный, бывший военный, потом руководитель. Жалобы на боли в спине, преимущественно в поясничном отделе позвоночника, потливость, слабость, на фоне повышения температуры до 37,5. Люди были довольно обеспеченные, наблюдались в основном платно. Был он обследован, переобследован, казалось бы. Невролог, гастроэнтеролог, несколько раз всякие анализы сданы, УЗИ брюшной полости и прочее, прочее, прочее. От спины он полгода безуспешно лечился у мануального терапевта, доцента, без рентгена. Я уж и не помню, что еще было, но точно помню, что больной добросовестно представил мне целую стопку всяческих обследований, заключений из известных клиник от профессоров, кандидатов и тому подобное. Смотрю я пациента, и складывается первое впечатление об ОРВИ, но что-то мне не нравится. Перебираю анализы и всякие заключения. И вот что мне не нравится. В серии анализов повышение СОЭ, низкий или на нижней границе нормы гемоглобин. Признаки микроцитоза. Тенденция к нарастанию тромбоцитов, на УЗИ брюшной полости полип желчного пузыря. Настораживаюсь, перечитываю документы, онконастороженность. В записи гастроэнтеролога вижу рекомендацию КТ брюшной полости. Ну, говорю, сделайте, если можете. Они могут, все сделали. На попавших в зону сканирования позвонках вторичные изменения. Отправляю пациента к онкологу, тот обследуется, выявляется рак простаты с метастазами в грудные, поясничные позвонки, голову, ребра, коленные суставы, трубчатые кости. В общем, все. Вспоминаю, как пациент, этот солидный, интеллигентный мужчина, реагировал на мое первое упоминание о возможной онкологии. «Нет», — говорил он, — «не может быть, я хорошо себя чувствую, этого никак не может быть». А я, уже имея к тому моменту данный КТ, понимал, что вот это оно и есть. Это был первый этап встречи с болезнью, неприятие, отрицание. Далее онкологи открыли ему глаза и сказали, какой диагноз и что оперировать поздно. Настал второй этап – уход в себя, апатия, депрессия. Он сказал, такой диагноз – все, лечиться нет смысла. Я уже выполнил все свои жизненные задачи, завещание уже написано, можно умирать. За все это время я с большим интересом слушал пациента, его рассказы о своей жизни, что-то о Карибском кризисе, ракетах, стихи Пушкина в его исполнении. И это правда было мне интересно. Мы весьма сроднились и с его женой. Это были удивительные люди. Период депрессии прошел. Жена как могла таскала его по врачам, биопсиям, химиям, капельницам и прочему. Однако болезнь прогрессировала. И в силу своей тяжести, и, увы, в силу того, что больной на начальном этапе диалога с онкологами упорно отказывался лечиться. Становилось все хуже, нарастали боли, тахикардия, лечили как могли. Потом началась пневмония, и я, придя на очередной визит, увидел картину печальную. Кашель, выраженная интоксикация, хрипы в легких. Еле уговорили на рентген. Подтвердилась инфильтрация. Предлагаю в больницу, тот не поеду. До смешного. Пришел, смотрю, больной уже отключается. Говорю жене, нужно ехать в больницу, он тяжелый, реанимационный больной. Тот мгновенно приходит в себя и так грозно нам «не поеду» и опять в отключку. Позвонил я другу, реаниматологу. Говорю, помоги хоть как-то, все равно уже конец не за горами. Тот согласился. Мы вместе притащили лекарств, антибиотики, глюкозу, прокапали, прокололи, пролечили, ожил, пришел в себя, потом еще гулять выходил.
Встретил его как-то на улице в солнечный день. Он идет с розами. Вот, мол, жене несу. 30 лет как вместе. Последний раз, наверное. Потом стало совсем плохо. Больной наш слег, нарастали боли. В одно утро беднягу перекосило, и я всполошился. Выписал невролога, но к его приходу симптоматика регрессировала. В больницу опять не поеду, естественно. Уж такой мужчина, такой человек. И опять чуток покапали, и опять настал светлый промежуток, уже последний. Товарищ собрал себя в кучу и, невзирая на протесты жены, сел за руль. И ее посадил, и поехал за город на дачу с гемоглобином 80. Доехал, еле вышел из машины, вошел в хату, осмотрелся, прошелся. Ну все, поехали. Уже потом жена нашла в его дневнике короткую запись. Были в Сестрорецке, видимо, в последний раз. И снова он слег. Про больницу уже никто не говорил, за ним жена ухаживала, как могла. Мой друг-реаниматолог, божий человек, помогал, приезжал, капал, я у него был в подмастерьях. Пока тот инфузию готовит, я монитор, давление, пульс, поддержать, что нужно. Помогали, перестилать, больной отключался. Состоялось желудочно-кишечное кровотечение, которое мы вроде как остановили. Ну, оно, видимо, само остановилось. Мы капали, помогали, беседовали, утешали жену. И тут вдруг реаниматолог мне сказал: «Ты знаешь, пожалуй, хватит уже капать, не надо больше, до среды не доживет». Во вторник вечером я поздно шел с работы и решил зайти, хотя не звонили мне и не вызывали. Зашел. Больной лежал в стопоре, тяжело дышал. Несмотря на печальную картину, в доме была какая-то тихая, светлая доброта. Меня напоили чаем, как, впрочем, у нас уже бывало. Я посмотрел и послушал больного, больше для успокоения жены и собственной совести. Динамики, увы, не нашел. Она спросила меня, а может ли он уйти сегодня? Конечно, говорю, может. И ночью он ушел. Мы, я и мой друг-реаниматолог, были с его женой и родственниками и после. Нас позвали с ним проститься, и мы пришли. Никогда доселе я не мог себе представить себя на похоронах своего больного. Это было удивительно неловкое чувство, когда больной умер, а нас благодарили и благодарили. Потом нас звали и на 9 дней, и на 40, и на годовщину, и всякий раз благодарили. Правда, очень неловко себя чувствуешь. Прошло время, и я по-прежнему дружен с вдовой этого больного. И часто вспоминаю его как сильного и благородного человека, удивительно достойно прошедшего все стадии встречи с болезнью, от гнева и отрицания через депрессию до принятия болезни. И всякий раз привожу его в пример своим капризным пациентам. А еще вновь научился онконастороженности и с опаской смотрю теперь на многих мануальщиков. Понял, что профессор ты или доцент – лишь лейбл, но никак не гарантия качества.